У нас сегодня пресс-конференция генерального директора российского этапа Формулы-1, президента Федерации автомобильного спорта Москвы Сергея Воробьева. Он выдвинут в кандидата на пост президента Российской автомобильной федерации. И он сегодня нам огласит свою программу и выскажет свою точку зрения по данному вопросу. Ни для кого не секрет, что, наверное, сейчас тот самый момент, когда российский автомобильный спорт получил то, чего у него не было никогда. Так сказать, полный комплект. У нас есть и российская команда в Формуле-1, у нас есть замечательный российский пилот Виталий Петров, за которого мы все болеем. И у нас, наконец-то, появился российский этап Гран-при Формулы-1. Что это значит в целом для развития автомобильного спорта в стране? Совокупность этих факторов говорит о том, что мы совершенно точно сейчас уже не являемся аутсайдерами в мировой автоспортивной жизни, то есть мы в ряду тех стран, в которых условия для развития автомобильного спорта явно благоприятствуют тому, чтобы он развивался. С другой стороны, было бы непростительным расточительством сейчас не направить те дивиденды, которые способны принести вот эти три события. Я не говорю про все остальные, как вы все знаете, что в 2012 году запланировано проведение мировой серии Рено, ведутся переговоры с другими лидирующими мировыми сериями, такими как WTCC, WRC. Я очень надеюсь, что они приведут к результату. Так вот, было бы очень расточительно не использовать эти все факторы для того, чтобы не придать какой-то серьезный импульс развитию отечественного автомобильного спорта, в котором, конечно же, как и во многих других спортивных отраслях, есть свои проблемы. Сергей Сергеевич, первый вопрос по поводу Маруси и какие перспективы вообще вот у Маруси, как у болида и как у команды вообще? По поводу Маруси, Мараша, как говорит правильно, да, со следующего года она так и называется, это Тим Мараша. Я считаю, что это национальная гордость, это однозначно колоссальный прорыв, который действительно базируется на российских деньгах и частично на российских технологиях, и этому нельзя не радоваться. Что касается их перспектив, я не настолько силен в оценке перспектив той или иной команды, я не специалист именно в этом, но могу сказать одно, что работа делается колоссальная, и мы видим несколько совершенно внятных и понятных шагов по созданию нормальной технологической базы для того, чтобы команда росла. В частности, это заключение контракта с Маклареном, это ряд других событий, это там кадровые вопросы, которые связаны с командой. То есть я думаю, что уважаемый Николай Фоменко, который руководит командой, президент Мараша Моторс, он поставил себе цель быть на подиуме в 2014 году. Я могу, как промоутер Гран-при, я могу сказать, что я буду счастлив, естественно. И все, что зависит от нашей поддержки, но, к сожалению, ничего, кроме моральной поддержки, мы не можем этому проекту оказать, мы всегда будем их поддерживать. А если станете депутатом? А когда станете депутатом? Тем более, на самом деле, Мараша замечательный пример того, как энтузиасты, россияне могут достичь мировых абсолютно вершин. Ну, хорошо, не вершин, но мирового уровня в автомобильном спорте. Тем более автомобильному спорту этот человек, я имею в виду Николай Фоменко, не чужой, он сам гонщик, сам провел достаточное время за рулем гоночного болида. И, конечно же, если такая честь мне представится, выступать на эту тему с парламентской трибуны, я сделаю все от меня зависящее, чтобы государство повернулось лицом к такого рода проектам, и чтобы оно им помогало. Скажите, пожалуйста, можно ли побольше о вас узнать? Есть ли у вас образование, и есть ли оно экономическое, да, потому что на такой должности, наверное, надо таким знанием обладать, и какие вы инвестиционные проекты уже реализовывали? Ну, давайте с конца начнем. Формула-1 – это не инвестиционный проект. Если кто-то вам об этом сказал, вас обманули. Образование у меня высшее, я закончил Академию менеджмента и инноваций, и моя специализация именно управление проектами. То есть с этой точки зрения все хорошо, но на самом деле в таком деле, как Формула-1, образование, оно, конечно, очень важно, но
Формула-1 – это такой товар, ни цены, ни качества которого на рынке оценить невозможно. То есть это уникальный в каждом случае проведения этой гонки, это уникальная организационная история, которая не имеет аналогов, которая делается каждый раз по-новому. Поэтому единственным залогом успехов подготовки в проведении самого Гран-при может быть только тщательное и продуманное выстраивание механизма подготовки, который будет базироваться на тех лучших примерах, которые есть в мировой практике. Вот, собственно говоря, если вы к тому, что каким образом, с чего вдруг я начинаю руководить таким проектом, как Формула-1, то, к сожалению, невозможно взять в России, в которой никогда не было Формулы-1, человека с опытом, да, и доверить ему такое важное дело. Этот человек должен вырасти вместе с проектом, что, собственно говоря, и происходит. То есть Формула-1 в России – это проект такой политический, скажем так, Юрий Ильич? Я бы не сказал, что это политический, это абсолютно нормальный проект правительства Российской Федерации, абсолютно зрячий, который направлен на достижение нескольких целей. Прежде всего, это популяризация Краснодарского края как место, где проводится Олимпиада, которая будет потом представлять из себя совершенно уникальный кластер и туристической, и спортивной инфраструктуры. И, конечно же, это самым позитивным образом сыграет на имидж страны, потому что страна, в которой проводится Формула-1, это страна, которой не надо доказывать свои технологические, людские и финансовые возможности. У вас написано по поводу концентрации усилий на развитии массового и любительского спорта. Не могли бы вы поподробнее об этом рассказать и рассказать о том, что нужно сделать, чтобы это давало плоды в профессиональном спорте, который славит нашу страну? Спасибо. Спасибо. Опять же, никаких велосипедов здесь изобретать не нужно. Не секрет, что в последние годы изъяты из оборота ряд образцов гоночной спортивной техники, которые дальше могли бы продолжать жить. Да, есть строгие процедуры homологации, которые связаны с необходимостью доказывать безопасность тех или иных спортивных снарядов и инструментов, в том числе это касается гоночных автомобилей. На мой взгляд, прежде всего нужно рассмотреть вопрос и найти механизм возврата крайне популярных в регионах, особенно гонок на отечественной технике. Я говорю про восьмерки, я говорю, даже вы будете смеяться про Волги. Да, это существенным образом повлияет на массовость соревнований. Дальше, когда представлялся, я сказал, что основная задача на сегодняшний момент это вернуть ту государственную поддержку и то государственное внимание, которое раньше уделялось спортивно-техническим клубам в регионах. То есть наша задача на сегодняшний момент, мне кажется, как можно большее количество мальчишек и девчонок, которые хотели бы заниматься автомобильным спортом, но не имеют такой возможности, дать им этот механизм. На мой взгляд, другого варианта, кроме как воссоздания системы спортивно-технических клубов, просто не существует. И финансировать их это не такое большое и затратное мероприятие, как может показаться. То есть это не дороже, чем содержание бассейна или футбольного стадиона точно. Может быть, даже дешевле. Вот из таких составляющих и должна, плюс ко всему, конечно, государственная программа. Если не принять государственную программу, все эти усилия, они так и останутся на уровне отдельных энтузиастов и, может быть, глав субъектов федерации, которые лично поддерживают автомобильный спорт. Мы знаем такие примеры. В некоторых регионах это достаточно успешные предприятия, которые за счет, может быть, своей прибыли, за счет того, что они каким-то образом оптимизируют свой бизнес, они могут себе позволить поддерживать молодых спортсменов. То есть это комплекс мер, и мы готовы его разработать и предложить и государству, и частным структурам. Спасибо. А какие вы сказали, некоторые регионы, какие регионы можете? Замечательные примеры. Красноярск, да, где на средства частного инвестора построена первая в России стационарная гоночная трасса «Красное кольцо», на которой проходит огромное количество программ. И это вообще уникальный случай, где то есть абсолютно бесплатно можно приехать на трассу и покататься. Такого нет нигде в России. Это Ульяновск, где на средства частного, опять же, инвестора, господина Харлова, мной очень уважаемого, построен один из лучших картодромов в России. И так дальше, так дальше. Такие проекты, они реализуются повсеместно в России. И этих людей нужно поддерживать, потому что на самом деле очень важно
на том этапе, на этапе, когда построена первая какая-то фаза этого инфраструктурного или спортивного объекта, если к этому подключить государственную поддержку, то объект может по итогу получиться несколько другим. То есть вместо, например, трассы национальной категории может получиться международные трассы и так дальше, и так дальше. Поэтому вот наша задача создать механизм, при котором частные или инвесторы, или компании, которые способны и готовы потратить деньги на создание объекта инфраструктуры или на создание спортивно-технического клуба, могла на определенном этапе, сделав определенную работу, получить дальнейшее финансирование уже от государства. У меня еще вопрос по поводу цены на билет. У вас есть какие-то сведения, будет ли она также составлять около 500 евро? Это довольно дорого. И в России... А билет куда, Марина? Билет на формулу в Сочи. Нижняя планка ценовая 500 рублей, это уже утверждено. Да, вы не поверите. Более того, львиную часть билетов мы постараемся распространить бесплатно через специальные программы, которые мы будем проводить совместно с правительством Краснодарского края и с правительствами других регионов. Мы очень хотим, чтобы школьники и студенты, которые вот сейчас только начинают интересоваться Формулой-1, к 2014 году стали стойкими фанатами Формулы-1. Я не говорю про конкретные команды. Я надеюсь, что к тому времени мы получим еще одну российскую команду, еще одного российского пилота. Но, тем не менее, эти программы мы будем реализовывать. Это основная цель – популяризация автомобильного спорта посредством Формулы-1.